Доброго всем дня. Отвечу на несколько вопросов, которые вы мне прислали по поводу регрессии и практики родовой. Как физически чувствует себя человек, когда он находится в состоянии транса и проходит регрессию? Тело находится в состоянии полного расслабления, можно сказать, кайфа. Если удается расслабиться и есть доверие, то есть человек может почувствовать себя даже полностью, не знаю, как счастливым, как полностью соединившийся сам с собой. Он находится в таком спокойном пространстве и там, где нет проблем. Обычно мысли останавливаются, кроме тех случаев и тех людей, у которых не было много опыта медитации, практик разного рода до этого, ум очень беспокоен, тогда, конечно, не будет состояния счастья, будет состояние постоянного контроля, желание что-то там, даже не знаю, что там, проверить, проконтролировать, но нужно расслабиться, и у кому это удается, то люди описывают это как состояние блаженства. Когда я первый раз находилась под гипнозом, я такое ощущение никогда даже не чувствовала. Это, знаете, как быть под наркотиком, но не под наркотиком. То есть состояние полного, не знаю, полного экстаза, спокойствия одновременно. Это не возбуждение, это вот очень, вот, как говорится, соединился сам с собой в полной гармонии с собой и с миром. И из этого состояния не хочется выходить. Интересно то, что вот это состояние полного расслабления, оно одновременно чувствуется как состояние полного, то есть обостренного внимания. То есть ты все слышишь, ты все понимаешь, в любой момент хочешь, можешь открыть глаза, но не хочется открывать глаза, хочется, чтобы это продолжалось долго, долго, долго и находиться в этом состоянии как можно больше. Это уже те, которые не раз практиковали. У кого-то, кому-то это удается из первого раза. Может быть, вы в прошлых жизнях это делали, тогда у вас это быстрее получится. То есть это состояние обостренного и, да, слуха, видения, внутреннего видения, чувствования, но в то же время и расслабления. Очень мне нравится такое состояние, поскольку ты все вроде бы контролируешь, но ты и расслаблен одновременно. И нет мыслей никаких дополнительных в голове, только слышишь, допустим, голос того, кто ведет регрессию. То есть состояние приятное, кроме тех моментов, когда человек вдруг если он увидел в своей регрессии что-то, что ему не понравилось, он напрягается, там иногда люди плачут, иногда, ну, то есть какой-то даже физически они чувствуют, не знаю, если человек там отравился в прошлой жизни, тошноту, если человека повесили, он чувствует, что его как бы сдавливает что-то в горле. То есть, да, бывает, то есть человек физически чувствует то, что он видит, но это потом проходит, поскольку он просто переживает то состояние на себе, и поэтому он чувствует эти эмоции, эти ощущения, но потом это все тоже проходит. То есть он просто как бы на себя примеряет свою вот одну из прошлых жизней, поэтому чувствует то, что чувствует. И обычно люди не хотят выходить из этого состояния, кроме тех случаев, если человек видит что-то, что ему неприятно видеть, не знаю, там иногда люди видят, что они жили очень прискорбную жизнь, там, не знаю, бедности или терпели унижение, и вот это неприятно слышать, ну, видеть, и ты даже думаешь, ну, как ты мог вот, ну, до такого пасть, вот, терпеть какие-то вот в свой адрес, вот, не знаю, ну, там, не знаю, унижение. Или наоборот, видишь что-то хорошее и не хочется выходить из этого состояния, хочется продлить вот ту жизнь. То есть ощущения могут быть разные, но с практикой они становятся все более спокойны. Особенно, конечно, если человек там, у него нету ко мне доверия, и все страшно, да, приходить страшно, там, отключаться
ну, как бы входить там в состояние регрессии страшно. Если все страшно, то, конечно, человек будет, ну, весь будет такой напряженный. Но понимаете, что я могу с вами сделать через экран? Да, то есть хуже, когда человек идет где-нибудь на какие-то YouTube-каналы и смотрит ненужные видео, он там может набраться намного больше, не то, что намного больше, просто там может набраться таких энергетических зацепок и таких программ, от которых он сам даже не избавится. А здесь мы просто смотрим, как фильм, как вы пришли в кинотеатре. Если вам что-то не понравится, можете в любой момент, так сказать, открыть глаза, уйти. Вы полностью контролируете все, что происходит. То есть это не такого рода там гипноз, как, я не знаю, что я вам там что-то скажу, и вы будете делать то, что я вам скажу. А, Вы будете все слышать, что я говорю. И если вы что-то не хотите, ну, допустим, я вам не скажу там выпрыгивать в окно, да, то есть я буду говорить вещи, которые вам, ну, будут, скажем так, ну, то есть нейтрально или приятно слышать. То есть я не буду вам говорить делать то, что вам не хочется делать. Но в любом случае, если бы есть такие, например, гипнотерапевты, которые вводят людей в состояние, где они не помнят, что они видели, ну, то есть они вообще ничего не помнят, что им говорили, что происходило, и там могут их запрограммировать на какие-то вещи, которые они бы хотели. Вот вы там будете приходить ко мне, ну как, так и есть, некоторые ходят к психологу, психотерапевту всю свою жизнь, разве это нормально? Возможно, их запрограммировали, да, что вы будете мне приходить и платить до конца жизни, да, то есть такой недобросовестный гипнотерапевт. Ну, кстати, такие программы и на YouTube можно поймать, то есть не напрямую, а вот как бы закадровый голос, да, где там была одна девушка на мастер-классе, которая смотрела гипнотерапию по похудению на YouTube, а потом начала так много есть, что ей, ну, не могла остановиться. То есть там было некачественно, ну, естественно, бесплатно на YouTube, что можете хотеть, да? То есть ничего хорошего там не будет. Люди не, ну, не профессионалы, они не знают ни как открывать пространство, ни как не закрывать, как защищать, что говорить, что не говорить. То есть там каждое слово важно. Не то, что можно включить любую медитацию и все будет хорошо. Это не так. Поэтому я знаю, что я делаю. Я бы не хотела, чтобы мне кто-то что-то плохое сделал в таких вот медитациях и регрессиях, поэтому я не делаю это и другим. Поэтому ощущения в процессе регрессии, по крайней мере, у меня были только хорошие. Но в одной регрессии, когда я видела а, себя в определенном, скажем так, это был 16 век, и я там всякие смелые действия совершала, и я просто плакала одновременно, да. То есть бывает, что просто плачешь от того, что ты видишь какой-то там смелый или какие-то действия делаешь, даже думаешь, о, надо же, я могла и так, да. Поэтому состояния, они естественные, естественные состояния, ничего такого, это не какой-то наркотик, да, после которого какое-то там похмелье или как-то человек плохо себя чувствует. Обычно люди лучше спят, да, или наоборот, очень много энергии после регрессии, потому что ну, происходит очень глубокое восстановление, да, человек соединяется с собой, понятно, что он, ну, расслабляется на очень глубоком уровне. Считается, что человек в состоянии гипноза, если он проведет даже там 15 минут, это может заменить, ну, допустим, даже 15 минут, 4 часа сна заменяет. То есть такого глубокого расслабления 15-минутного в состоянии транса, это заменяет там 4-5, а то и 8 часов сна. То есть вы понимаете, какая глубина для такого расслабления. То есть очень глубокая. Но в то же время вы все слышите, вы все понимаете, кроме тех случаев, когда некоторые ученики, потому что они там, ну, не хватает энергии, они устали, может быть, после работы или по каким-то другим причинам просто засыпают. Ну, это тоже ничего страшного.
Даже во сне все происходит. Поэтому это, кстати, не сон, это состояние такое. Просто человек как бы отключается, чтобы он лучше воспринимал всю информацию. Может быть, у него слишком беспокойный ум, поэтому так вот Вселенная решает его немножко отключить. Пусть лучше поспит, пока Байба работает. Я ни разу не проходила подобных практик, и есть опасения, что не пойму, что нужно делать. Все. Абсолютно не надо волноваться. Если даже вы никогда не медитировали, то это как раз тот случай, когда начать это качественно делать. Регрессия, она похожа на медитацию, только мы проходим глубокие слои сознания, добираемся до подсознания и добираемся до трансового состояния. То есть различие между медитацией и трансовым состоянием. Медитация, она поверху проходит, а состояние транса и регрессия, она находится в глубине сознания, там, где и находится ящик, на котором, как на диске, записывается вся информация о человеке, в том числе и информация про его прошлые жизни. То есть в обычном порядке к этому, скажем так, ящику у человека нет доступа, но при моей помощи я помогаю увидеть вам то, что скрыто от даже вас, посторонних глаз, и большинство, там, 99% случаев всех людей никогда в жизни они не узнают, кто они были в прошлых жизнях, какие имели таланты, какие связи между там вами и вашим мужем, детьми, мамой, отцом, почему у вас что-то не получилось в роду, в семье, с мужем, с женой, детьми, или, возможно, все хорошо. Почему это так? Потому что вы уже знали друг друга до этого, но не всегда все идет так хорошо в семьях и в отношениях, и в роду. И вот для тех, кто хотел бы увидеть, а что же там было не так, почему у вас такая жизнь, такое детство, как оно было, и у некоторых и во взрослой жизни продолжаются испытания, связанные там с родителями, с детьми. Все это имеет корни в прошлых жизнях. И во время регрессии не нужно особенно что-то понимать, что делать, нужно расслабиться. А расслабиться– это то, что сложнее всего. То есть моя задача– это обмануть ваш ум и сделать так, чтобы вы расслабились, да. То есть это уже моя задача, как я это сделаю. У многих есть такая проблема, что они не могут отпустить контроль, они не доверяют никому, даже себе, естественно, не доверяют мне. И все это правильно. Это не помеха для того, чтобы проходить регрессию. То есть я не должна быть вашим там лучшим другом, которому вы там доверяете или вы никому не доверяете. Просто на момент регрессии, на эти там 3,5 часа первого дня, 3,5 часа второго дня родовой практики, вы доверяете тому, что я знаю, что я делаю. И я вам объясню, что там может случиться, что не может случиться, как действовать в разных ситуациях. То есть это все детали мы вначале обсудим, чтобы у вас были все инструменты, чтобы вы знали, что вам делать. То есть ничего такого вы не можете наделать, да, чтобы там что-то случилось, не знаю, страшное. Нет, худшее, что может случиться, ну, в кавычках там, с юмором, да, что некоторые ученики видят свои прошлые жизни, видят, что они прожили ту жизнь зря, закончили жизнь где-то там под забором, и очень обидно и неприятно это видеть, и человек расстраивается. Ну да, я понимаю, неприятно такое видеть, но некоторые видят, что у них была хорошая жизнь, что они были при хорошем, скажем так, дворе, дворе, при деньгах и так далее. То есть по-разному бывает. То есть что мы бы не увидели в регрессии, какая разница? Да? Главное, что
мы соединяемся с собой, мы видим часть себя, которую не видели до этого, а значит, происходит трансформация. То есть пока человек не видит, кто он был, он не может, как он может жить нормально, хорошо, если он не знает, кто он такой, да, откуда вы вообще пришли, почему вы сегодня вот такой, какой есть, какая вы есть, почему у вас такие родители, дети. Конечно, не на все вопросы мы можем получить ответы на одной практике. Да? То есть проблемы, которые мы набираем, они старые как мир, да? То есть тысячелетней давности. Но потихонечку, даже хотя бы просто один раз увидев свои прошлые жизни, увидеть, что вас связывает с вашими родителями, возможно, да, с детьми, или, может быть, кто-то там занимался черной магией в роду, или, может быть, вы занимались, вы же в этом же роду, скорее всего, и рождались до этого. Какие-то, может быть, были, не знаю, там родовые порчи, проклятия и так далее. Ну, всякое бывало, да, мы всем занимались, то есть эта теневая сторона, черная сторона, которая есть в каждом человеке, не каждый готов ее видеть, но если бы все были такими бы святыми, то ваша жизнь бы напоминала бы рай. Ну, моя жизнь не напоминала мне рай, особенно детство, поэтому я и занимаюсь своей работой, в том числе и родовыми практиками и регрессией. А как происходит сама практика? Перед началом практики у нас будет прелюдия. Во время прелюдии я буду рассказывать про саму практику, буду отвечать на вопросы, буду вас подготавливать. То есть первая часть – это информационно-познавательная, на которой обязательно нужно быть, потому что вы уже в этом процессе, когда вы меня слушаете, начинаете подготавливаться к практике. Поэтому вначале не будет так, что вы придете и сразу мы начнем там, знаете, там что-то делать. Нет, это как и в отношениях, да, никто никого не валит на постель сразу, ну, не всегда, да, то есть сначала идет прелюдия, знакомство, разговор, притирка, так сказать, да, знакомимся, и потом уже, если все хорошо, продолжаем. Если вдруг действительно, не знаю, через там а, полчаса вы поняли, что я не любовь в вашей жизни, просто выключайтесь, пишите администратору, говорите, мне не понравилось, верните мне деньги. Да? То есть никого мы не держим силой, полная свобода, только те люди, которые хотят быть в моей группе, они там есть. Если вдруг в какой-то момент кто-то не хочет быть, то есть вы можете уходить, то есть свободная воля. Сама практика, да, то есть происходит первая часть, до перерыва мы ведем обсуждение, вы можете задать вопросы, если какие-то есть страхи, опасения, там просто чисто технические какие-то вопросы. Если вдруг там, допустим, у человека останавливается интернет, что делать, все я это объясню. То есть уже я это делаю не первый год, и я уже знаю все, что может случиться во время практики, поэтому на эти вопросы я все отвечу. И ну, не нужно по этому поводу волноваться, что даже если там исчезнет интернет, это не значит, что практика не будет действительно. То есть все происходит на энергетическом, на кармическом уровне. Видите ли это или вы не видите, по сути, не имеет никакого значения. Конечно, приятнее, когда человек реально видит, там, видит своими глазами свои прошлые жизни, он сам проделывает ту работу, которую мы будем делать. Но даже если вы, например, не можете визуализировать, вы не видите, но это не значит, что процесс не происходит, что это будут какие-то выкинутые деньги. Это не так. Допустим, когда я иду за помощью к другим целителям, допустим, когда мне нужна помощь, это известный факт, да, что хирург на себе не делает операцию, я, допустим, там не напрягаюсь, я не хочу что-то там видеть, что-то чувствовать. Обычно я или закрываю глаза, или я засыпаю во время там сеанса, или я вижу что-то, или я не вижу. Для меня не имеет никакого значения. У меня главный результат, который будет потом. Если мне как-то стало лучше, жизнь стала улучшаться,
проблема, которая была до этого, она ушла, все, мне как бы ничего больше не надо. Мне не надо никаких спецэффектов. Конечно, когда я там была 20 лет назад, мне тоже хотелось видеть там яркий свет, там все видеть своими глазами, что-то там чувствовать. Но не всегда ты все чувствуешь, поэтому даже те, которые ничего не видят, ничего не чувствуют, это не значит, что процесс не происходит. То есть все происходит на уровне вашего поля, энергетики, когда вы участвуете в моих группах. Я там не одна, я со своими помощниками невидимыми, поэтому энергетически все пространство будет вам помогать получать тот результат, который вы бы хотели, хотя не всегда это видно прямо вот так вот глазами, да. То есть нужно время, чтобы потом почувствовать. Кто-то говорит, он стал лучше спать, у кого-то проходит там прям сразу проблема, или а, появляется какая-то ситуация, где человек видит, что действительно что-то начинает разворачиваться, и для того, чтобы конкретная проблема, допустим, решилась. А может ли быть ухудшение по эмоциональному фону? А, Если вы имеете в виду, что, например, вы что-то увидите или что-то произойдет, я не знаю, вы там начнете плакать или вам станет плохо, бывает, что идет чистка, да, бывают ученики, они плачут от увиденного или даже без причины после практики, во время практики, или, ну, происходят какие-то вещи с телом, да, кто-то смеется, кто-то плачет. Кому-то очень обидно, когда он видит, что он одну из прошлых жизней прожил зря, то есть просто это было выкинутое время, и некоторые, ну, как-то сложно это принимают, когда видят, что они могли, ну, грубо говоря, просрать свою жизнь. Да. Ну, и эмоционально, да, кому-то это сложно. Мне, допустим, это не сложно. Я всю жизнь привыкла смотреть вот этой некрасивой правде в глаза. Как бы мой подход, я решаю проблемы, и особенно те, которые вот болезненные, неприятные, в которые не хочется смотреть, я вот туда иду всегда. Я решаю проблемы. Есть люди, которые, да, бывало на курсах спрашивали, а вот а, если я не хочу, чтобы моя жизнь изменилась, приходить ли мне к вам на курсы? Ну, тогда не приходите. Если вы хотите, чтобы все осталось как есть, чтобы вообще ничего не поменялось, там, ну, тогда не надо приходить, потому что жизнь начнет меняться в ту сторону, как хочет ваша душа, по тому плану, какой вы заключили, когда родились, перед тем, как родились у своих родителей. Да? То есть у вас был план на эту жизнь, о котором вы забыли. И душа будет вас двигать по этому плану. Эмоционально, если, допустим, вы боитесь, что потом что-то, ну не знаю, допустим, вы увидите, что ваш муж, который ваш муж сейчас, что он в прошлой жизни изменял вам с вашей лучшей подругой. Мало того, они очень хорошо проводили время. И если вы что-нибудь такое видите, возможно, ваш эмоциональный фон может подшатнуться. И да, может, вы не очень будете рады. Ну, да, если вы о таком эмоциональном фоне, то да, такое может быть. Может и в хорошую сторону быть, что вы видите, что, допустим, вы были знаменитым писателем или художником, и вы там получали награды, а сейчас, может быть, ваша жизнь оставляет желать лучшего, и тоже можете расстроиться от этого, да, а почему вы сейчас не живете на все 100%? По-разному бывает, то есть вам нужно самостоятельно решить, какую информацию вы можете переваривать и как переваривать. То есть я такой человек, который готов видеть все. Если вы нет, то да, лучше тогда не приходить. Что я должна после практики в итоге понять? Вы ничего не должны. То есть автоматически вы ничего не, ну, то есть вы не видите
как бы смысла в этом, если вы в это не верите, не верите, не знаю, там, в прошлой жизни, или то есть у вас какие-то, ну, настолько большие сомнения, значит, вам еще рано. То есть обычно приходят люди, которые уже перепробовали все практики и нету результата, и они пробуют все. Я такая, я всегда пробовала все, даже если мне это было непонятно. Я испробовала, ну, наверное, не знаю, почти все практики, которые есть, ну, более-менее, которые известны и неизвестные, для того, чтобы увидеть, ну, какие работают практики, какие не работают, чтобы решить свои проблемы, которых у меня было всегда, ну, очень много в жизни. Слава Богу, благодаря тому, что я очистила свои подвалы, то их мне становится меньше. Ну, те проблемы, которые приходится решать, ну, каждодневно, это понятно, или там с какими-нибудь родственниками, от которых не так просто отделаться. То есть, ну, таких проблем, которые у меня были 20 лет назад, у меня точно уже нет, поэтому проблемы можно решать. Главное, чтобы вы сами понимали, зачем вам это. Если вам это не нужно, то не надо это делать. Как работает регрессия? Просто ты видишь события, и у тебя, скажем так, пазл складывается. Иногда не складывается пазл сразу, но ты даже просто то событие, что ты в этом участвуешь, и ты пытаешься увидеть свою прошлую жизнь, может быть, ты даже не увидел, но ты попытался, ты хочешь узнать себя лучше. Это уже плюсик. Вселенная видит, что ты стараешься, что ты хочешь познать себя. Может, у тебя не сразу все получается, но она тебе потом, Вселенная, начинает помогать и в других делах. То есть Москва тоже не сразу строилась. То есть надо быть к себе более снисходительным. Проблемы не решаются, не всегда быстро они решаются. Надо набраться терпения, и у многих решаются проблемы. Допустим, у меня есть ученики, которые мне пишут. Мне стало неинтересно общаться с людьми, потому что я не хочу быть рядом с людьми, которые до сих пор не решили там проблемы с мамой, там, допустим, говорит, ой, там мама такая, сякая, и то есть я не хочу даже это слушать, потому что человек уже вырос из этого. Если человек в 40 лет еще до сих пор, там, не знаю, говорит о маме, живет с мамой или решает какие-то вопросы, которые он должен был решить 20 лет назад, то есть это большая проблема, да. То есть это большая проблема, там корни, там многие жизни уже назад эти корни, и это вы не решите. Да, там у психолога, психотерапевта, там надо решать на уровне программы, на уровне кармы, вот этот сорняк вырывать с корнем, да, чтобы вы опять не рождались с той же мамой и не решали бы эти же проблемы и не перекладывали проблемы мамы на себя, а потом на своих детей. И так вот этот круг продолжается. Если никто ничего не будет делать в роду, ну так все и будут повторять судьбу своих там отцов, матерей, потом это все повторять будут дети, и бесконечно это будет продолжаться. Можно ли увидеть в своей прошлой жизни, чтобы не совершать прошлой жизни, ошибки в прошлой жизни, чтобы не совершать их в настоящем? Знаете, это происходит автоматически, когда А, допустим, у меня был случай, я видела одну из своих прошлых жизней, где я была женой короля, и это я не хвастаюсь, просто не были и трэшевские жизни, просто то, что вспомнилось к этому случаю. Я смотрела в регрессии на своего мужа, он выглядел настолько противно, вот именно типаж мужчин, он такой толстый, такие белые волосы, такие как солома, такой весь такой неприятно, некрасивый. Я на него смотрела, и я понимала, что я вышла замуж, и я с ним только потому, что это нужно так. Да, потому что при дворе, то есть нужно соблюдать определенный там этикет, и я проговорила про себя фразу «больше никогда».
И, скорее всего, это и послужило той причиной, почему в этой жизни я просто брака и вот отношений боялась как огня. Да, то есть я сказала вот эту фразу «больше никогда в жизни». Это я сказала в регрессии, а это потом многие жизни, оно вот как программа, оно повторяется. Да, то есть замуж я не хочу до сих пор. Поэтому вот мы даем какие-то вот такие клятвы себе, которые работают и через 1000 лет, и через сотни жизней. И потом женщина думает, почему она не может выйти замуж, почему у нее нет детей, почему там у мужчины, не знаю, там, может быть, он бесплодный, или он не может найти себе там подругу хорошую, или почему женщина все время в любовницах, никто не хочет с ней ничего серьезного. То есть это все, вот эти могут быть и как бы обещания себе, которые, к сожалению, оставляют отпечаток на эту жизнь. Если ничего не делать, то так оно и будет продолжаться не только в этой жизни, но и в следующей. Можно ли познакомиться с отзывами людей, которые прошли регрессию? Во время регрессии, прошлых всех регрессий, я собрала обратные связи, их более 250 там на данный момент. Целое расписывание детально, что люди видели, и благодаря тем ученикам, которые проходили первыми регрессию, вот собран весь этот материал, но пока что у меня не было времени его публиковать. Да, я собираю книгу, и это все будет доступно вам к прочтению когда-нибудь, когда я соберусь наконец довести это до конца. Поэтому я там не стала, они вот каждый отзыв, вот, ну не все такие, да, ну то есть у меня их более там 250, я их буду собирать, то есть как книга, чтобы вы смогли вот как раз и больше узнать, что вообще можно увидеть. Поэтому пока мне не было времени хоть какие-то отзывы там выставлять в сайт, а, ну вот, к сожалению, пока так. Ну, иногда кто-то пишет в комментариях, кто проходил. А, Ну, надо пробовать. Может, даже если кому-то понравилось, может, вам не понравится. Кому-то хорошо, кому-то, может быть, не очень. Нужно пробовать или не пробовать. Я такой человек, я пробовала все, я уже говорила. Да. Ам, Лишь бы, лишь бы жизнь улучшить свою. Так, какое нужно помещение для прохождения регрессии? Вот это очень важно. Регрессия проходит онлайн, то есть вы находитесь у себя дома или, не знаю, если у человека дома там много людей, иногда люди и в машине проходят регрессию, но главное, чтобы вы 3,5 часа могли быть в спокойном месте, где вас никто не потревожит. То есть в комнате, в пространстве, где проходит ваше занятие, вы должны быть одни. Вы можете слушать наушники, если кто-то там за стенкой, но желательно, конечно, желательно вообще быть одному дома, но если это невозможно, то хотя бы в вашей комнате, чтобы туда никуда никто не заходил во время прохождения этой практики. Иначе они помешают вам, вы выйдете из состояния погружения, и ничего не получится. Да? То есть вы должны обеспечить, чтобы вам никто не помешал. 3,5 часа вы только наедине с собой, с нашей группой в наушниках слушайте, ну или без наушников, лучше в наушниках, слушайте, что я говорю, и следуйте моим инструкциям. Все. То есть это очень важно. Тихое место. И никаких вот там вокруг, да, чтобы дети там не зашли, чтобы кто-то, обязательно кому-то захочется открыть дверь. Ну, это вот жалуются ученики, которые не подготовились, говорят, там дочка зашла, муж зашел, кто-то специально как будто начал стучать там за стенкой. То есть вам нужно найти место. Сейчас лето, можно там куда-нибудь уехать, не знаю, чтобы точно никто вас там не потревожил. Если вы где-то в машине сидите, чтобы вы не замерзли, взять всегда какое-то одеяло, и чтобы кто-то в окно вам не постучал, да, что вы там спите или умерли, как будто сидите в машине. У нас было люди, которые проходили регрессию в шкафу,
Ну, такой шкаф, знаете, куда заходит у кого-то, где большие гардеробы, да, то есть в гардеробе проходили. Но лишь бы вот вы были один на один с собой. Вот и все, что вам нужно. А, Смогу ли я самостоятельно вернуться в настоящее, если вдруг, не знаю, там прервется интернет? Да, я вам скажу, что вам делать, как возвращаться самостоятельно. То есть то, что мы будем делать, это абсолютно безопасная практика, потому что вы будете находиться под моим руководством. Да, я буду контролировать все, что происходит. Вам не надо ничего контролировать, я буду все контролировать за вас, начиная от открытия пространства, защиты пространства, то есть будут мои невидимые помощники, они будут защищать пространство, потом закрывать мы будем пространство, закрывать подсознание, все я буду делать как нужно, да. Вот как нужно делать не все знают, поэтому у людей бывает проблема. А я знаю, как делать с начала до конца, чтобы все было безопасно. Безопасность в группах моих на первом месте. Во-первых, в группе должны быть люди только, которые хотят там находиться, а не потому что... И которые хотят решить свою проблему, а не потому что просто пришли там посмотреть, как тут что происходит, там для галочки. Такие люди мне не нужны в группе. Не нужны токсичные люди, какие-то недовольные люди. То есть негативная энергия у нас в бане. То есть если кто-то там как-то себя плохо ведет на лекциях, я сразу выкидываю, и на этом все, прощаемся. То есть у нас камерная атмосфера, тихо, спокойно. Если вот все хорошо, то все хорошо. Если кто-то начинает там гнать волну, то мы избавляемся от этого человека. То есть все как в хороших, добрых отношениях. Да? Пока все хорошо, мы вместе. Если кто-то начинает там выступать, да, то мы уже не вместе и надо прощаться. То есть энергия группы у меня на первом месте, я не терплю никакого там плохого поведения, каких-то наездов, какой-то грубости, что у меня там как со мной разговаривают, как будто мы там на унитазе сидели вместе на горшке в детском садике. Нет, уважение ко всем участникам, я ко всем участникам, ко мне, чтобы мы приятно провели время и расстались до следующего раза, если такой будет. Вот и все. Нам не нужно доверять до конца жизни друг другу, мы там не лучшие друзья и так далее. Я делаю свою работу на 100%, чтобы максимально вы достигли своих результатов, а вы делаете все, что я буду говорить по инструкции, чтобы вы получили максимально от того времени, которое вы вложите в себя для решения своих проблем. Для этого у меня есть все инструменты. Я даю все свои 100%, и вы даете все 100% свои, и тогда мы можем достичь общего результата. Я постараюсь, чтобы он у вас был. 95% людей видят в своей прошлой жизни или хотя бы отрывки. В этот раз у нас будет родовая практика, где будет возможность освободиться от родовых цепей, проклятий, которые вы даже не ваши, а то, что наложили через род, да. То есть у меня есть такое, скажем, право это делать, решать кармические вопросы на уровне родовых программ, на уровне личных кармических программ, поэтому жизнь моих учеников стремительно начинает улучшаться в лучшую сторону, когда они встречают меня, потому что я решаю проблемы на уровне кармы. И потом человек не падает назад, да, в эти же проблемы, он идет просто вперед, мы проходим уроки. Естественно, уроки повторяются, но мы становимся сильнее, крепчаем, идя по нашей жизненной дороге. Все. На все вопросы не ответить, но если еще у кого-то будут вопросы, то уже тогда на мастер-классе зададите. До встречи.